Отказ от российских энергоресурсов, ядерная энергетика и модернизация армии. Зачем Марко Рубио отправился с визитом в Венгрию и Словакию? Хиллари Клинтон назвала позицию Трампа относительно войны в Украине позорной, а его самого обвинила в предательстве Запада и человеческих ценностей. Соединенные Штаты усиливают военное присутствие вокруг Ирана, но и подготовка к очередному раунду переговоров продолжается. Непогода в Европе. Из-за непрекращающихся дождей в 2 департаментах Франции объявлен красный уровень опасности. Время прогнать зиму и злых духов. Во многих странах мира стартовал сезон традиционных карнавалов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио прибыл с официальным визитом в Будапешт, где у него запланирована встреча с Виктором Орбаном. Перед этой поездкой во время визита в Братиславу Рубио заявил, что Вашингтон не стремится к зависимости Европы, а заинтересован в сильном и равноправном партнерстве. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи стороны также объявили о соглашении в сфере энергетики. Речь идет о строительстве новой атомной электростанции с участием американской компании Westinghouse Electric Company. По словам Фицо, подготовка проектной документации начнется в следующем году, а запуск АЭС запланирован на 2040 год. Визит Рубио в Словакию и Венгрию после Мюнхенской конференции по безопасности направлен на обсуждение отказа от российских энергоносителей и укрепления связей с консервативными лидерами региона. Мы не хотим, чтобы Европа была зависимой. Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть вашим партнером. Мы хотим работать с Европой. Мы хотим работать с нашими союзниками. Мы хотим работать в сотрудничестве с вами. И наша позиция всегда заключалась и продолжает заключаться в следующем. Чем сильнее вы как отдельные страны, так и коллективно, как альянс, тем сильнее члены НАТО, тем сильнее НАТО. При президенте Трампе эта администрация сделает не только Словакию, но и Центральную Европу ключевым компонентом нашего взаимодействия с континентом и миром. И мы будем не просто проводить встречи и обмениваться любезностями, а предпринимать конкретные действия вместе, которые будут выгодны вашему и нашему народу, вашей и нашей стране. Что касается сотрудничества в области атомной энергетики, я сообщил министру иностранных дел, что мы очень заинтересованы в этом вопросе. Под руководством американского партнера мы планируем создать многонациональный консорциум, который гарантирует Словакии строительство еще одной атомной электростанции к 2040 году. И мы рассчитываем на подписание конкретных соглашений с компанией Westinghouse в течение следующего года. Военное сотрудничество на границе в восточной части Словацкой Республики будет продолжено. Вы знаете, что мы закупили самолеты F-16 у Соединенных Штатов. Есть заинтересованность в увеличении их количества до 18, поэтому мы обсуждаем, как получить еще 4 самолета для словацкого флота. Потому что это не очень хороший признак суверенитета, когда наше воздушное пространство сегодня защищают истребители из Польши, Венгрии и Чехии. Что касается нефти, я воспринимаю происходящее сегодня вокруг этого вопроса как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по вопросу членства Украины в ЕС. Рубио заявил, что Вашингтон не оспаривает выводы европейских стран об отравлении Алексея Навального. По его словам, доклад стран Евросоюза, в котором причиной гибели Навального названо отравление ядом южноамериканских лягушек, является тревожным, и у Штатов нет причин сомневаться в их оценке. Мы, очевидно, осведомлены об этом докладе. Это тревожный доклад. Мы знаем о деле господина Навального, и, конечно же, у нас нет никаких оснований сомневаться в нем. Мы не оспариваем его. Мы не будем бороться с этими странами по этому поводу. Но это был их доклад, и они его опубликовали. Новый раунд переговоров делегаций России, Украины и Соединенных Штатов о завершении войны запланирован в Женеве на 17-18 февраля. По данным политика, американская сторона рассчитывает на прогресс. Однако главным препятствием остается вопрос территорий и притязания Москвы на весь Донбасс, включая неподконтрольные ей районы. Высокопоставленный представитель Штатов на условиях анонимности заявил, что позиции сторон остаются жесткими, но путь вперед все же просматривается. В Вашингтоне дали понять Киеву, что соглашение о гарантиях безопасности не будет подписано до достижения общего мирного договоренности между сторонами. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Штаты рассчитывают завершить войну до начала лета.
поскольку затем приоритетом станут выборы в Конгресс. Подготовку к переговорам Зеленский обсудил с госсекретарем Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где стороны подтвердили намерение продолжить дипломатическое и санкционное давление на Россию. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковала позицию администрации Дональда Трампа по поводу войны России против Украины, назвав ее позорной. Клинтон заявила, что попытки заставить Украину согласиться на соглашение о капитуляции с Путиным являются исторической ошибкой и проявлением коррупции высшей степени. Я считаю, что позиция администрации Трампа по отношению к Украине позорна. Я считаю, что попытка заставить Украину пойти на сделку с Путиным — это позор. Я считаю, что попытки Путина и Трампа нажиться на страданиях и смерти украинского народа — это историческая ошибка, аморальная в высшей степени. Я верю, что Украина борется за нашу демократию. Наши ценности, свободы и цивилизации на передовой, теряя тысячи людей и теряя страну из-за маниакального стремления одного человека контролировать ее. И я думаю, что Трамп либо не понимает, либо ему плевать на эти страдания. Трамп предал Запад, человеческие ценности, Устав НАТО, Атлантическую хартию и Всеобщую декларацию прав человека. Американский президент в качестве образца для своей власти использует режим Путина. И я уверена, никто из собравшихся на конференции не захотел бы жить при таком режиме. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что российская армия продолжает наступательные действия практически на всех участках фронта. По его словам, подразделения оккупационных войск демонстрируют продвижение сразу на нескольких стратегических направлениях. За первые 2 недели февраля российские войска якобы взяли под контроль 12 населенных пунктов, несмотря на сложные зимние погодные условия. Группировка войск «Восток» развивает наступление в восточной части Запорожской области. Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединение группировки уверенно отражает атаки противника. Формирование противника несут значительные потери. В феврале в зоне ответственности группировки войск «Восток» под наш контроль перешли населенные пункты Староукраинка, Придорожная, Залезничная и Цветковая. Официального подтверждения со стороны украинского военного командования относительно заявленных российской стороной результатов пока нет. Между тем, российский поисковик Яндекс начал блюрить кладбище. На Яндекс.Картах размыли новое кладбище в Североморске, как военный объект. По спутниковым снимкам видно, что после начала войны против Украины его территория заметно расширилась. Потери армии РФ официально засекречены. По данным Генштаба Украины, за 4 года безвозвратные потери превысили 1 200 000 человек. В российском порту Усть-Луга иностранный танкер под флагом Либерии не справился с управлением и врезался в причальную стенку, в частности, повредив портовый кран. Судно понесло существенный ущерб, но поскольку было пустое, то разлива топлива не произошло. Экипаж судна не рассчитал траекторию разворота. Ситуация осложнил лед. Порт не претерпел существенных разрушений. Угрозы для экологии тоже нет. Пострадавших тоже нет. Прокуратура начала проверку по факту аварии. По имеющимся сведениям, судно прибыло для загрузки нефтепродуктов и во время маневра, не рассчитав расстояние, столкнулось с причальной стенкой. В воскресенье были опубликованы фотографии американской авианосной ударной группы Abraham Lincoln Carrier Strike, действующей в строю в воздухе и на море на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. По данным агентства Reuters, 2 американских чиновника сообщили о подготовке к возможным продолжительным операциям, если соответствующий приказ отдаст президент Дональд Трамп. Источники на условиях анонимности отметили, что речь может идти о многонедельной военной кампании. США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя дополнительный авианосец, тысячи военнослужащих, истребители и эсминцы с управляемыми ракетами. Эти шаги предпринимаются на фоне дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Мы имеем дело с радикальными шиитскими священнослужителями, мы имеем дело с людьми, которые принимают геополитические решения на основе чистой теологии, и это сложная вещь. Никому еще не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем. Стив Витков и Джаред Кушнер будут в поездке, я думаю, они сейчас в переговорном процессе, будут важные встречи, и мы посмотрим, чем это закончится. Позиции сторон остаются далекими.
Иран готов обсуждать только ядерную программу и снятие санкций, тогда как Соединенные Штаты настаивают на включении в повестку ракетной программы и поддержке группировок Хезболла и Хамас. Трамп неоднократно заявлял о возможности военного удара в случае провала дипломатии. В ответ Тегеран предупредил о возможном возмездии и рисках для стран Персидского залива, где размещены американские базы. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью BBC заявил, что ключевым условием соглашения является готовность США обсуждать отмену санкций и подчеркнул, что мяч на стороне американцев. В воскресенье тысячи антиправительственных протестующих собрались в городе Крагуевац в Центральной Сербии, продолжив волну демонстраций, начавшуюся после трагедии в Нови-Сад. Акцию, прошедшую в День государственности страны, возглавили студенты, к которым присоединились местные жители с транспарантами и национальными флагами. Поводом для протестов стало обрушение бетонного навеса на главном железнодорожном вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек и еще один получил тяжелые травмы. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а демонстранты обвинили власти в системной коррупции, слабом контроле и отсутствии подотчетности при реализации инфраструктурных проектов. Участники акций заявляют, что для реальных изменений потребуется время, поскольку политические структуры формировались годами. Протестующие пообещали продолжать давление на власти через новые демонстрации и гражданские инициативы. Единственный способ борьбы — это законные средства. Мы должны найти способ достучаться до правящей партии, приблизиться к ним настолько, чтобы они поняли, что существует проблема. Либо они не знают о ней, либо предпочитают игнорировать ее. Я не вижу другого решения, кроме выборов. Произойдут ли они раньше или позже, мы увидим. Важно то, что мы будем упорствовать. Мы будем поддерживать этих детей столько, сколько потребуется. Я боюсь. Я боюсь за этих детей, стоящих перед нами. Меня переполняет страх из-за всего, что произошло. Я боюсь, что завтра я могу оказаться в том же положении. Я не знаю, что еще делать, но я не могу с этим мириться. Я не могу. С этим высокомерием, этим невежеством, со всем, что происходит в этой стране. Я не могу с этим мириться. Я должна противостоять этому. Как бы люди не думали, что прошел год, а все по-прежнему выглядит так же. Это неправда. Вы знаете, как долго строился этот режим и сколько лет существует эта система. Ничего не может измениться в одночасье. Результаты всего, над чем мы работали в течение прошлого года, будут видны в этом году. Или когда бы ни состоялись выборы. Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама впервые прокомментировал публикацию на официальной странице нынешнего главы государства Дональда Трампа видео, представляющее его с супругой Мишель Обамой как обезьян. Обама стал гостем подкаста комментатора Брайана Тайлера Коэна, чьи взгляды находятся в левой части политического спектра. Показательно, что 44-й президент не стал называть своего преемника по имени. Он также предсказал, что подобные действия принесут ущерб республиканцам на промежуточных выборах. Прежде всего, я думаю, важно признать, что большинство американцев находят такое поведение глубоко тревожным. Да, это привлекает внимание. Да, это отвлекает. Но когда я езжу по стране, когда вы ездите по стране, вы встречаете людей, и они по-прежнему верят в порядочность, вежливость, доброту. В социальных сетях и на телевидении происходит своего рода клоунада. И правда в том, что, похоже, у людей, которые раньше считали необходимым соблюдать хотя бы минимальные нормы приличия и уважения к должности, больше нет чувства стыда. Это утрачено. Но я подчеркиваю, что, на мой взгляд, большинство американцев этого не одобряют. Потому что в конечном счете ответ будет исходить от самих американцев. Из-за продолжительных дождей во Франции зафиксирован самый высокий индекс влажности почвы с момента начала сбора данных в 1959 году. В отдельных департаментах из-за риска наводнений повышенный уровень опасности сохраняется уже 30 дней подряд. После шторма Нильс, накрывшего ранее на этой неделе юг страны, Франция оказалась в исключительной ситуации. Одновременно 81 департамент находится в зоне опасности.
В 2 департаментах на юго-западе страны введен максимальный красный уровень опасности из-за разлива рек Гаронна и Дордонь. Еще в 14 объявлен оранжевый уровень, в остальных – желтый. Власти провели эвакуацию в нескольких населенных пунктах и призывают жителей держаться подальше от водоемов. Вот как ситуацию на видео описывает девушка, проживающая в департаменте Лоте-Гаронна. Итак, вуаля, мы ясно видим, что течение по-прежнему такое же сильное, но это очень хорошо. Это очень хорошо, это значит, что оно уходит в другое место. Когда течение есть, это хорошо. Когда отлив, течения почти нет. Поэтому, если не ночь, мы можем немного покататься на каноэ. Если нам захочется, конечно, потому что нам уже не всегда хочется, мы переросли это. Зависит от ситуации. Если хорошая погода, то да. Хорошо, я немного поднимусь на балкон. Вот, балкон. Мы поставили туда мусорные баки, так как занимаемся переработкой отходов. Всего несколько вещей, в этом году я мало что поставила на балкон. Вот озеро, вуаля, сад затоплен. Они поставили баки, но он все еще под водой. Вот и все, до скорой встречи. Тем временем в Польше кадры с дрона зафиксировали редкое природное явление. Замерзшее Балтийское море у побережья полуострова Хель. Из-за длительных минусовых температур лед сковал акваторию вокруг Хеля, а гавани покрылись плотной коркой, в которую вмерзли рыбацкие лодки. Местные жители выходили на лед, чтобы проверить состояние судов, а туристы прогуливались по заснеженному пляжу. Подобные явления происходят нечасто, однако из-за низкой солености Балтийского моря вода здесь способна замерзать при продолжительных морозах. Некоторые отдыхающие воспользовались необычной погодой и устроили кайтбординг прямо по ледяной поверхности моря. По всему миру стартовал сезон красочных карнавалов. Тысячи хорватов прошлись по улицам города Риека в рамках традиционного гуляния в преддверии пепельной среды. Десятки групп выбрали как традиционные, так и современные темы для своих платформ. Но все они были очень красочными. Одной из главных хорватских традиционных фигур, представляющих цикл природы и жизни, являются звончары. Люди в масках, несущие огромные медные колокола. Они издают сильный шум, чтобы отпугнуть тьму и злых духов зимы и возвестить о наступлении весны. Мы впервые на карнавале в Риеке, и должна признать, это было здорово. Мы надеемся вернуться сюда в следующем году. Пока что наши фавориты — это, безусловно, словенцы, но маски у всех замечательные. Мы приехали из Сплита, так что проделали долгий путь, но это того стоило. Действительно стоило. Мой фаворит — это, безусловно, аперол. Это действительно круто. Мы приезжаем сюда уже 15 лет, и каждый год это здорово. А в Аргентине прошел традиционный карнавал «Бахада де Диаблос» — «Спуск дьяволов», который официально открыл праздничный сезон в провинции Жужуй. Артисты в ярких костюмах дьяволов спустились с горы Серро-Бланко, продолжая обряд, восходящий к колониальной эпохе. По традиции группы «Диаблитос» совершают символический спуск, принося подношения Пачамаме, матери земле. После церемонии извлекается фигура дьявола, олицетворяющая плодородие и надежду на богатый урожай. Завершится карнавал 7 марта ритуалом захоронения Пужлая, карнавального дьявола, что символизирует его возвращение в следующем году. Костюмы очень старые и относятся к периоду Инквизиции, когда рабочие переодевались, чтобы не выдать себя. Таким образом, бригадир или владелец не могли опознать их за их шалости и чрезмерную радость, потому что это происходило не круглый год, а только в этот период. Мы путешествуем по Южной Америке 6 или 7 месяцев, и карнавальный сезон очень важен. Мы видели кадры спуска дьяволов. Это завораживает, и мы очень счастливы. Мы здесь с прошлой ночи, обустроились сегодня утром и ждем. Мы с нетерпением ждем этого. Мы рады быть здесь. А это кадры из Испании из порта Фуэртевентура, где гавань озарилась красками во время ежегодной карнавальной гонки Очепенко. Десятки собственноручно построенных и ярко украшенных плавучих платформ вышли на воду, чтобы преодолеть дистанцию в 1,5 километра. Участники использовали немоторизованные суда, созданные из переработанных материалов, сохраняя традиционное сочетание хаоса и креатива. Организаторы строго запретили применение двигателей, стандартных лодочных деталей и живых животных, поддерживая экологичный дух регаты. Однако в этом году из-за сильного волнения на воде ни одному из судов не удалось пройти маршрут до конца. В воскресенье в зоопарке Баваль в центральной Франции родился слоненок после 7-часовых родов 37-летней африканской слонихи Ндалы.
Слоненок-девочка появилась на свет в 4 утра. Ее вес около 150 килограммов, и директор зоопарка Родольф Делор назвал ее очень-очень крупной. По его словам, роды проходили тяжело, и сотрудники до последнего не были уверены, удастся ли спасти мать и детеныша. Беременность Эндалы длилась более 21 месяца. Это уже вторые роды слонихи. Впервые она стала матерью в 2012 году. Однако спустя несколько лет начала терять зрение без видимой причины и сейчас полностью слепа. Смотрители отмечают, что Эндала на ощупь находит своего детеныша, чтобы кормить его. При этом слоненок уже вскоре после рождения смог встать на ноги и начать сосать молоко. В зоопарке, где за последние 13 лет не рождались слонята, рассчитывают на новое пополнение. Еще одна самка по кличке Ашанти также ожидает потомства.